Огонечки, аньон! Вы уже успели посмотреть мое предыдущее видео про гранты и моих учениц Машу и Юлю, которым в том году я помогла поступить на полностью бесплатное обучение в Корее от KGSP. Я ездила в город Нонсан, где они сейчас проходят языковую подготовку, чтобы взять у них подробное интервью. А сегодня я бы хотела показать вам, как они живут там, а точнее их общежитие. Комнаты у девочек типичные, поэтому максимально подробно покажу вам Машино жилье. Давайте поблагодарим ее в комментариях за то, что она опустила нас в свою обитель. В Корее это редкость. Кстати, за жилье они не платят, оно покрывается грантом. Мы пришли в Машино общежитие, удосужились чести быть представленным Пикой, давай все, представленным местным румом. Пешком на лифте, ну, не знаю, второй этаж. Ну, стыдно на лифте второй этаж. Ну что, пошли. Ой, сейчас же разуваться. Да, блин, это долго. Я уже. Все. Заходим. Вау. Слушай, ты можешь видеть мои увлечения? Ага, она приличного размера. Прям как да, она на самом деле большая. У тебя подушка для беременных. Это просто подушка, чтобы мне не было холодно. Мне холодно прислоняться к этой стенке. Окей. Не надо. Мы сразу видим, на чем взросла Маша. Вот. А у вас есть такие большие постеры ваших айдолов, а? Это мне в подарок дали в магазине. Еще и в подарок? Да. Мы видим шкаф. Это мне тоже в подарок дали. Я не знаю, кто это. Это молодые, я тебе не говорила. Это новая группа, которая мне не говорит. Телек. Окей, смотрите. Так, рабочее место. Самое крутое, пишите сюда. Я знаю, что Маша фанатка полароидных. Я с собой тоже взяла полароид. Отлично. Да и... Это с концерта. Ты не знаешь никого, да, кроме Ким Джуна. Но это правда. Очечки всякие разные, грамматики. Типа, это G-Dragon с тобой, да? Да, конечно. Я очень старая. Вот, прикольно, кстати, очень так по-корейски, так грамматики развешаны, танцашки учишь. Ой, такой прикольный, прям порядочек вообще. Милота такая. Видишь, тоже все. Ну это кто? Это Джун, да. Здесь он на Ким Хён Джуна похож, сорян. Нет. Боя, это ты... Это я только купила, это я еще не распаковала. Это той группе, которая новая, да? Ты уже даже купила. Я на них, подарили? вот как раз про концерт я на них иду. Можно? Да, там. Такое у меня получается. Это всякое это. Мне нравится лазить по ящикам. А где учебники? Учебники? Учебники у меня на выходе там стоят. Чтобы их почему ты учебники на выходе, а не чтобы не забывать. Стола? И вот, получается, все учебные материалы. Тут смотрите, тетрадочки. Да. Ой, какая солнышко. Да. Он же скетчбук, он же... Я белый, тут рисую, да, и всякие идеи придумываю. Ух ты. Да, я тут над концептами тружусь. Ух ты. Ты кого ты рисовала? Я пыталась что-нибудь нарисовать либо своих однокурсниц, либо своих преподавателей, потом уже просто рисовала. Это вид из моего окна, который занавешен. Прикольно. Вот. Который показывает, что я не очень-то хороший студент был на факультете изобразительного. Слушай, места прям капитально много. Да, у меня комната была в 4 раза меньше, и места там было чисто вот раз, два, да, все. Я видела общагу Сеульского национального университета. Да, у тебя прям одноместная кухонка, смотри. Да. Краски она тут тоже нарисовала. Это кто? Это мой первый преподаватель. Здесь. Вот видишь, у всех стол для того, чтобы готовить, у меня стол для того, чтобы отдельно рисовать, сидеть. Да. Кухня прям такая, прям капитальная кухня, Да. не просто как обычно. Обычно, ребята, в общаге, знаете, так идет, так вот холодильник, над ним микроволновка, а над микроволновкой ты можешь порезать, там поставить. Все, что у тебя есть. Вау, вообще у меня тут прикольно. свободненько. Кроватка, у тебя даже есть балкон. Да. Который занавешен, потому что там... Там сейчас холодно, наверное, да? Я вообще на него не выхожу, потому что там реально очень холодно. Вот когда, то есть видно Да, на поля больше. У меня, да, на поля и ничего особо не слышно. Знаешь, балкон это классное место для хранения. У меня вон там чемодан торчит. Вообще, столько всего, посмотрите. Так, я пошла дальше. Да, в туалет пошла? Я изучать хочу. Давай. Правда, не включила свет. Может, тапочки обуть, потому что там холодный пол. Там пол холодный, да. Лучше тапочки. Не люблю вот эту корейскую тапочку. Да, потому что там холодно, капец.
Окей, мыться здесь будет холодно. Да. Все, я потеряла его. Да, душ корейский. Я, как видишь, купила себе сменную леечку с... То есть вот это ты, да, купила, Да. одела? Потому что волосы, кожа, в ничто. Окей. Юбка. Это, знаете, просто. Вот у меня был, знаете, как был такой унитаз, тут была раковина, и над раковиной шланг. То есть, когда ты моешь, унитаз весь моется. Иу. Да. А у тебя место прям есть. Это даже... Мне особенно нравится эта розетка. Она не работает. О, хорошо, потому что меня немножко пугает ее положение, потому что моя с душем, он как бы пропадет. Я пробовала, он не работает. Слушай, блин, даже ванна большая. Да, можно поставить ванну. Можно поставить ванну. Сидячую. Не, ну в японском стиле есть такие. Да. О, Чё бы клёво, мило. Красивое зеркало, стопка. А что ты еще делала, вот то, что, допустим, поставила свою собственную ручку для душа? Что-то такое свое променяла? Не, на самом деле, вот я конкретно здесь ничего не меняла, просто вот, что называется, стол декорировала. То есть постельное Вот белье у тебя было? Постельное белье нет, у нас ничего не было. Матрас только, да? Да, ВУЗ озаботился тем, чтобы мы были все с постельным бельем, и до того, как я приехала сюда, они высылали сообщение, то есть у нас сразу начался вот этот вот какао-ток-чат, все это сделали. И она выслала, наша менеджер, главное, список, кому нужно будет постельное белье, кто с собой его не привезет, потому что везти с собой это дополнительный чемодан еще один. Да. Вот, и мы его купили, по-моему, за 50 тысяч, 50-60, где-то вот так вот оно было. То есть это подушка, одеяло и вот такая вот. Оно у типа тебя простынки. зимнее, летнее? Оно на самом деле, это простынка, вот это, Окей. по-моему, летняя, слушай. Ну, мне не холодно. Хорошо. У меня здесь нормально работает андоль, поэтому мне не холодно. Ребят, кому холодно, в Корее, знаете, как спасаются? В Корее есть специальные... Одеяло? не одеяло, а короче, такая электрическая штучка, я забыла по-русски. Вы кладете ее под вашу простынку, и она прогревает прям именно вашу постель. Я так спасалась. У меня была ужасно холодная общага, и она стоила каких-то небольших денег, я ее купила, я прям на ней спала, и это было жарень, это было круто. Вот. Не, у нас даже вон этот кондюр есть. Как тебе? У меня еще запасы гречки. У нее гречка есть. Окей. А тушенка? Нет, ее, по-моему, переслать нельзя. Да, тушенку нельзя по закону. Гречку можно. Гречка, у меня вон ящик с гречкой есть. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. А какое видео вы ждете больше всего, пишите в комментариях.